Но суд. Не суд. Лошадь под ним убили, а сам цел. Чудо! Богатыри! Птенцы мои! Герои! Слава вам! Слава! Ниже! Неужто ты знамя взял? Он ваш сиятель! Как звать, сынок? Синица! Иван Синица. Первый раз в бою. Твой, Платоныч? Мой ваш сиятель. Синица, говоришь? Какая же птица синица? Нет, синица не годится. Ты герой? Хват, орел! Вот так орлом и оставайся, а то синица. Спасибо, Платоныч, за нового героя. Коротко говоря, мы их побили. Дадим ли полякам опомниться? Помилуй Бог, не дадим. А посему продолжаем удар. Отдых малый и вперед! Варшава на носу! Твои фанагорийцы! Отлично! Суздальцы! Хорошо! Ростовцы! Ничего не скажу. Песни орать мастер, а в бой вступать аппетита нету. Смотри в другой раз. Азовцы! Где командир Азовского? Есть ваше средство! Объешулился? В болоте застрял? На картечь напоролся? Сколько людей погубил понапрасну? Сколько я тебя спрашиваю? Более 500, ваш сиятель. Ан, врешь! Всех! Весь полк на упокой уложил бы, кабинетюрин майор. Что бы с тобой было, как он тебя из болота не вывел? Принять шпагу. Под суд пойдешь и немедля. Полк принять майору Тюрину. Тюрин! Есть ваше сиятельство. Спасибо, герой. Солдат. Чтобы недолго ждать, возьми мой. Полковнику Тюрину! Командиру Азовского! Слава! Майору, ваше сиятельство. Полковнику. Ясно сказано. Полковнику Тюрину, бывшему солдату, надеюсь, матушка-царица мне в этом не откажет, ибо солдат для Отечества превыше всего. Я, брат, тебя крепко запомнил. И под Туртукаем, и под Римником, и под Измаилом. Ты где же, павлин пучеглазый, пропадал с кашами да фуражом? Солдатство после боя приустало, а тебя нет? Ну вот что, запомни впредь и твердо. Замедлишь, на первой же осине повешу.
И ты мне верь. Я тебя люблю и слово свое сдержу. На 20 верст чисто, Александр Васильевич. Пленных 5 эскадронов, остальные не убереглись. Правильно, Миша, правильно. Врага нельзя отпускать в поле боя, чтоб ни один не ушел. Недорубленный лес опять вырастает. Кавалерии русской! Салют и слава! Ваше сердце, мундир одеть извольте. Отстань, Прохор. Прибыл адъютант с эстафеты. Адъютант? Где адъютант? Личный адъютант командира отдельного корпуса, его сиятельство генерал-аншефа князя Лобанова-Ростовского, гвардии поручик Мещерской, со срочной эстафетой. Догнал-таки. А ну, давай я сюда, эстафету твою. Прочитай, голубчик, громко. Тут все свои. Его сиятельству, кавалеру и графу. Короче, генералу Суворову. Дальше. Эстафета. Исполняя приказ главнокомандующего фельдмаршала князя Репнина, выступил я сегодня поутру по проезжим дорогам в направлении польского укрепленного лагеря, что у деревни Сокол. Стой! Вот к этому лагерю. Приказание главнокомандующего, как известно вашему сиятельству, изложено... Изложено. Я приказание вчера получил. И сказано в нем на редкость ясно. Идти к Соколке и скоро. Генералу же Лобанову-Ростовскому поспешать со мной вместе. А вот его что-то не видно. Ваше сиятельство. Дальше. А посему прошу ваше сиятельство ускорить движение на баталию и, соединившись со мной в поле, развернуться согласно артикула для совместной атаки вражеского лагеря не позднее 6 сего октября. Стой! Как это 6 октября? А сегодня какое? 5, Александр Васильевич. 5. Стал быть, твой Лобанов-то ростовской, поди уж полдороги прошел. Завтра здесь будет. И завтра, говоришь, в атаку идти. Ах ты, беда-то какая! Ты предмета для атаки нету? Ну да, нет его лагеря польского. Вон смотри сам, видишь, дым один. Ну, стало быть, обмешулились. Разбили генерала твоего не дождавшись. Что же делать, помилуй бог? Стой. Не повернуть ли нам вспять? Да вместе с Лобановым опять на лагерь ударить. Нет, невозможно. Осмелюсь доложить. Наш корпус движется со скоростью, предусмотренной уставом. Так. Не торопясь поспешаем. Да ведь как? Кругом, голубчик, кругом. А я лесом прошел. Вдвое короче, втрое быстрее. Барабан, карту. Горка, барабан. Я в Грушевке еще 3-го дня стоял. А Лобанов-Ростовский вот тут вот. Вот он по полям, да дорогам твоим проезжим по сю пору и тащится, развернутым своим фронтом. А я, собрав отряды в кулачок, за сутки 100 верст лесом прошел и прямо в бой. Движение через лес является нарушением устава, ваше сиятельство. Какого устава? Стародавнего? Гатчинского?
А нет, голубчик мой, моему солдату преграды нет. Я его палочками в бой не гоню, он сам рвется. Везде пройдет. А где прошел один, там вся армия проходит. Так-то вот, сударь мой, здесь война, а не плацпарад Гатчинской. Враг дремлет, ждет тебя с чисто поля, вот как князька твоего. Враг знает, Суворов завтра верт, а мы утроив шаг богатырской. Из-за гор крутых, из-за лесов дремучих, налетом орвиным, как снег на голову. Эй, калир, руби, не давай опомниться! Во фланг, тыл, в русские штыки. И кончено, и слава. Словом, приказ главнокомандующего выполнен. Лагерь мой, соколка моя, путь на Варшаву открыт. А что до устава, голубчик, ответ буду держать перед Богом. Он наш генерал, он нас водит. И перед матушкой императрицей. Прохор, подай ложку. Кашу есть буду с подогорицами, с первым батальоном. По личному вызову его сиятельства графа Аракчеева. Извольте пройти. Благодарю. Благодарю. Ваше Величество. Ваше Величество. Ваше Величество. Не за себя благодарю, а за благо государства российского благодарю. Встань. Встань. За империю великого порядка. Донесения мыслей твоих направлены к утверждению сего порядка. Моего порядка. И ни Суворову, старику из ума выжившему, осмеливаться нарушать единообразие и стройность, установленную мною, самодержцем российским. Ваше Величество, духом неповиновения проникнуть не только сам фельдмаршал Суворов,
но и генералы его, и офицеры, полагаю, и солдаты. Вот письмо, Ваше Величество, перехваченное от Суворова графу Дерибасу. Не ведаю, в каком старинном замке найден сей изъеденный мышами иноземный артикул. Сии маскарадные косицы и букли, разводящие в казармах смрад, вшей и заразу. Это о нашем воинском уставе, Ваше Величество. Еще что? 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 Говори! Не смею. Читай. Приказываю. Стишок. Стишок, Ваше Величество. Поносный Вашему Величеству. По елику граф Суворов не только фельдмаршал, но и пиит. Молва приписывает ему. Читай. Не венценосец ты в Петровом славном граде, а деспот и капрал на плацпараде. Сколько войск у Суворова в Тульчине? 60 тысяч штыков, Ваше Величество. Приказано было штаб его распустить и прислать сюда. Прибыли, генерал? Нет, Ваше Величество. Прибыло 2 полковников с реляцией, Ваше Величество. С реляцией? Кто такие? Тюрин и Лобашкин, Ваше Величество. Что за фамилии? Дворяне и солдаты, Ваше Величество. Выкормыши суворовские. За него в огонь и в воду. Полковников этих вызвать и поставить перед фронтом на разборе. Допрошу сам. Суворова научить повиновению. Осмелиться мешкать. Вон! Послать с приказом преданного офицера. Приказ заготовлен, Ваше Величество. Войди. Передать пакет с личным его величества приказом фельдмаршалу Суворову. А тебе за людьми наблюдать. О духе неповиновения, ежели будет замечен, подробно донести. Ступай. Кто такие?
Ваше императорское величество, полковник Тюрин, штаба войск юго-западных. За что кресты? За Измаил, за Варшаву, за Рим. Как стоишь? Почему мундир старый? Где косицы и букли? Устава ли знаешь? Вы кому изволите подчиняться? Сударь! Фельдмаршалу Суворову, Ваше Величество. Награды подобают тому, кто выше всего почитает долг повиновения своему императору. Принять шпаги. Крепость. Снять кресты. Какой полк? Третий егеревский, Суворовский, Ваше Величество. Полковника ко мне! Полк! Кругом! Полк! Кругом! Директы прямо в Сибирь! Марш! Дирекция прямо! Сибирь! Марш! Я из них вышибу суворовский дух. Его сиятельство генерал-аншеф Суворов? Здесь вас сокроют. Куда идет мой полк? Идут в Сибирь. По слухам, прошли Казань. Ты был на параде в тот день? Так точно был. Реляция моя вручена государю? Нет. Она была на груди у господина полковника под мундиром. И пуля... Знаю. Все знаю. Где второй полковник? в крепости. Так. Спасибо. Отдохни с дороги.
Вы, кого мы почитали из первых, остаетесь последним. Благоволите во всем поступать по уставу, не доводя до напоминания о долге службы, либо неспособности к несению оной. Павел. Не повернуть вам истории вспять, Ваше Величество. Да что там? Прохор! Прошка! Гвардии капитан Мещерской. Подойдите. На эстафету его императорского величества ответа не будет. Поскольку войны нет, фельдмаршал Александр Суворов командовать войсками не может и не желает. Ваше сиятельство. Изволь спешить, голубчик. С Богом. Путь долг. Ваше высокородие. Его сиятельство просит принять и не гневаться. По весне, говорит, ночи холодные, помилуй Бог, не простудился бы в пути. Не переродиться мне. Да и поздно. Баталии окончены, и я с Викториями своими никому не нужен. Поутру трубить сбор на последний парад. Еду в Кобрино, в деревню, на отдых желанный. Солдаты! Этот крест вы мне дали за Фокшаны. Этот за Измаил. Эта звезда светила мне на небе варшавском. Александр Васильевич, батюшка, с вами заслужил, вам и оставляю. Отец, хоть слово скажи. Подойдите. Не уезжай. Не дай. «40 лет
водил я вас от победы к победе. С вами я не знал поражений, не отступал никогда. Португальцы, кенбурновцы, измаильцы, варшавцы, герои. Дети мои, прощайте. Помните Суворова, фельдмаршала и солдата. Храните боевую славу вашу. Храните ее в сердцах. Несите ее на штыках ваших. Вперед! Всегда вперед! Прохор, трогай. Пошел! Отец! И вот подошли мы к Измаилу. Грозная крепость. Во всем свете такой не сыщешь. Стены черные, за облака ушли. Глянули вверх, голова закружилась. Ну, думаем, не взять. Нет такой силы. А он посмеивается. Громозди, мол, такую же супротив Измаильской. Ну, взгромоздили, да не такую, а малость повыше. И гонял он нас на ту стену от зари до зари. Вверх, вниз, и опять вверх. Ну и страх и пропал. Пообвыкли, что ли. И в раз в это время приходит приказ от князя Светлейшего Потемкина. Отступай, мол, Сувор. А он ему, не знаю, мол, такого слова чудного, и шлет паше турецкому свой приказ. А какой, дяденька? Известно какой, Суворовской. 24 часа на размышление — воля. Первый выстрел — уже не воля. Штурм — смерть. Помню, той ночью зимней держал я пост у его палатки. И вижу, выходит он, зашел на холмик, встал и смотрит. А кругом ночь, туман,
пустеющий. А ему все видать. Он и стены насквозь видит. Ему такая сила дана. Где редуты турецкие, сколько там орудий, где засады ночные укрылись. Все видит. Час ли, два стоял, не помню. И вдруг сигнал дает обыкновенный. Ручками всплеснул и закричал по-кочетиному. И, боже мой, взвелись ракеты, заиграли трубы, поднялась армия и пошла. Страшно было. Ад кромешный навстречу раскрылся, землетрясение, 300 орудий в упор. А мы идем. Умереть не думали, но и в живых остаться никто не думал. Иной уже убит, а ноги его сами вперед несут, и только штык сверкает. Вперед! Вперед! Кричит Суворов. И первый на стену, а за ним и мы. И никакая пуля его не берет, и никакая сабля не рубит. Янычар огромадный, на него ятаганом замахнулся, а он только взглянул, да так и упал замертво. Сам видел. Дяденька, а зачем Суворов петухом кричал? Не страшны Суворову чужие штыки, а страшны болтливые языки. Шпион идет быстро, его окаянное ухо востро. При штабе-то разные бывают. Когда бою начало, о том никто не должен знать. Только он. Ну, а конец всем известный. Виктория, слава. На чем мы остановились? Раздел 7. О доблести и о знании. Кто знает дело, тот не знает страха. Быстрота есть спутница победы. Глазомер, быстрота, внезапность. Вот наши вожди. Истинный полководец тот, кто побеждает неприятеля, не доходя до него. Побеждай сперва мыслью, а потом делом. А для сего надлежит, чтобы войска предводителя своего разумели, и каждый солдат понимал свой маневр. Знай и дерзай. За одного ученого 3 неученых даю. Будь прозорлив, осторожен, имей цель определенную. Возьми себе за образец героя. Наблюдай за ним. Иди за ним вслед. Поравняйся. Обгони. Слава тебе. Ты русский. Имей честь. Ну, Александр Васильевич, поймали. кого поймали? Пленного. Пленного? А он как подбирался, мы его с Платонычем и поймали. Веди. Ступай, голубчик. Ступай, ступай. Иди! На колени! Ну, Кто таков? Отколь пожаловал? шапку долой! Петра! А батюшки! Князь Петра! Спасибо! Родимый ты мой! А, господа кавалеры! Здорово, старики! Желаю, Петр Иванович. Ставни закрой! Огня
кавалеров в дозор. Баньку. Платоныч! Баньку. Пашка, грибков солененьких, водки анисовой. Петра! Петенька! Английские, итальянские, немецкие, французские. А вот от дочки вашей. Спасибо. Вот новейший план кампании итальянской генерала Буонапарта. Смотрите, как ведет он бой. Он не дает опомниться. Его стремление отнять у противника волю и предъявить непреклонно свою. Он собирает свои силы в кулак и бьет врага по частям. Удар за ударом. А потом конница. До полного истребления, до полной победы. Ну что ж, молодец. А только это не ново. Так-то и я поляков до турок бивал. Ах, как он шагает, этот мальчик. Пора его унять. Пора, а то поздно будет. Ты смотри, куда он держит путь. Италию он взял. Австрию, эту и брать нечем, сама под ноги ляжет. И вот куда падет его новый удар. Россия. Но тщетно двинется на Россию Европа. Она найдет здесь ненависть лютую, доблесть великую и свой гроб. А вот Михаил Илларионович объяснит нам этот курьез. Скажите, зачем? Кому понадобился этот старый... Вам угодно сказать гений. Да-да. Европе, ваше сиятельство. Только Суворов может оградить Европу от грозных сюрпризов генерала Буонапарта. Ехал, да? Его сиятельство граф Суворов Рымникской. Мишенька, одноглазенький мой. Вот спасибо, хоть одного родного встретил. Ой, мамоньки, генерал-то сколько. Андрюша, веди, Андрюша, слизко.
Здравствуй, Алексей Андреевич. Здравствуй, граф необычайный. Я, милый, житие твое каждое утро наизусть повторяю. Как так? А вот как. Прошедшего года ноября 7-го коменданта, 8-го генерал, 9-го в гвардию, 12-го в бароны, 14-го Анну первой степени, да душ крестьянских 20 тысяч. Оно не. Года не прошло в графы. Где уж нам, старикам, за тобой угоняться? Я государю моему без лести предан. Воля его величества награждать не по заслугам. И, милой, были бы чины, да ордена, а заслуги завсегда найдутся. Его императорское величество просит графа Суворова-Рымникского пожаловать на личную аудиенцию. Вот спасибо, ждать не заставил. Лакею кланяется. Ваш отец, это лакей? Знаю, милый, знаю. Оттого и кланяюсь. Сегодня лакей, а завтра, гляди, барон. Государь император. Богомерзкие незаконные правители Франции обрели военного вождя Буанапарте. Сие ты знаешь. Это угрожает опасностью союзникам нашим. Великой Британии, а паче всего Австрии. Помышляя о помощи, сочли мы за благо призвать тебя. И прежнее дерзостное неповиновение твое предать забвению. Ибо первый долг наш — заботиться о благе России и Европы. Жизнь моя и смерть принадлежат России, Ваше Величество. А посему решили мы вручить тебе командование армии нашей, дабы возглавить совершенный механизм твоею военною славой. Боюсь, Ваше Величество. Механизмом командовать не сумею. Сумеешь. Не сумею, Ваше Величество. Сумеешь. Солдат мой, как бы инструмент артикулом предусмотрен. Пружина для действий штыком или саблей. Армия великой стройности и порядка. Говори. Механизм. Пружина. Стал быть, болван. Болван, Ваше Величество, со штыком ли, с саблей ли, так болваном останется. С такой армией не только я грешный, а кто и поболее меня победы не одержит. Я людьми командую, Ваше Величество, а не пружинами. Бредни! Армия Фридриха Прусского покрыла себя славой. Я русский, Ваше Величество. Мне за Фридрихом гоняться не пристало. Вот разве конницы моей на поле боя? Дерзость твоя свыше меры. Ой, Ваше Величество, увольте. Простите старика. Что? Брюхо заболело. Вон! Суперух! Измаил! Слава!
Слушай, старуха, вот что напишут на камне надгробном. Остановись, прохожий, здесь человек лежит на смертных не похожий. В глуши на клиросе он басом пел, и славою, как Петр и Александр, гремел. Ушатом на себя холодную лил воду, и пламень храбрости вливал в сердца народу. Не одобряешь? Ну и пошла вон дура. Прохор! Прошка! Ну вот. Ушли все и спать залегли. Стареют, господа кавалеры. Ссылка. Неужто конец? Сами не уберегся. Я вас, сиятельца, Анисовку, матушку, за версту чую. Вот они где погреба-то ваши пороховые. Вот и доверяй вам. Поставь, когда караул. Только ни к чему все это, Прохор. Ухожу я. Куда же это, помилуй Бог? Монахи, на постриг великой. Время мое наступает. Скоро я должен отдать рапорт генералу моему. Всем мужикам вольную. Пушкина колокола в сам монастырь. Имя свое гордое Александр сменю. И назовут меня Акакием либо Агафоном каким. Батюшки свет, да какой же из тебя, помилуй Бог, монах? Нечто ты без Анисовки обойдешься. А я? А господа кавалеры, они как? Неужто тебя покинет? Так батальонной шеренгой в монастырь ты и попрем. Что тогда от монастыря-то останется? Срамота одна. Пропьют, господа кавалеры, монастырь. Нет, Александр Васильевич, не гневи Бога. Не возьму. А нет. Анисовка Богу не вред. А нет. А нет. Иди-ка ты, Прохор. Завтра толкуем. Кого еще там нелегкой несет? Санкт-Петербург, Александр Васильевич. Отворот-поворот. Для Санкт-Петербурга нет более Суворова. Нету Суворова, нету. Где же вы тогда, Александр Васильевич? Где? Помер, приставился. Василий, помилуй. Неужто господа? Курьеры его императорского величества. Именной указ. Именной? Ну, скажи на милость. И помереть-то не дадут. Ну, впусти.
посланник богов. Нет от тебя спасения. Лейб-гвардии генерал-майор Толбухин. Узнаю. Извольте, сударь, вручить указ. Прохор, прими плащи. Павел I, император Суворову. Сейчас получил я известие срочное о настоятельном желании союзников моих, дабы вы предводили... Глаза застилает. Читай, генерал. Дабы вы предводительствовали армиями в Италии. А посему при теперешних обстоятельствах европейских предлагаю вам немедля взять дело и команду на себя. Павел. Взять дело и команду на себя. Поздно, царь-государь. Теперь уже поздно. Поздно. Полагаю, что генерал Буонапарте армию австрийскую разбив И разобьет, это нетрудно. всеми силами своими на Россию обрушится. Буонапарте? Да, это истый полководец. Но на Россию... А нет! Всех кавалеров будить! Вы здесь, ваше сухдительство. Егорка! Пулей лети к старости Фомке. Займи 200 рублев в долг на дорогу. Прошка, мундир. Недаром я на клиросе башен пел. А теперь запою марсом. Лошадей закладать. Час собираться, другой отправляться. Да бубенцов! Бубенцов по воле! Помилуй Бог! И этих побили! Последний в Италии. Вы храбро дрались, помилуй Бог. Особливо ты, генерал. И славно ею управлял. Грешно отбирать не возьму.
Клянусь, никогда не поднимать ее против вас, генерал. И правильно, во второй раз ни почем не отдам. Встаньте. Ты свободен. Свободный вы, кто генералы. До свидания. В Париже. На Париж! На Париж! На Париж! На Париж! Фельдмаршалу Суворову от Его Величества императора Австрии. Напустить! Вот, господа генералы, приказ австрийского придворного военного совета. Коему мы подчиняемся. Австрийская корона не заинтересована в предприятиях неверных и дальних. Священная империя уже вошла в предначертанные пределы. Ну, короче говоря, мы прерываем кампанию. Мы не идем на Париж, мы идем в швейцарскую землю. Вручать русские полки Римского-Корсакова, ибо господа австрийцы от безделья при устав отходят на зимние квартиры. Подписано Франц, император. Прошу оставить меня одного. Хотел бы я знать, сколько золота дала французская директория за этот маневр. И кому именно? Ваше Величество.
Видишь, куда посылаю? Обход. Французам в тыл. И так скоро, как сможешь. Не в первый раз, Александр Васильевич. И не в последний. Дорога трудная. Горной козе в пору. Да твоим егерям, князь Петра. Пройду. За одну ночь пройду и сяду им на плечи. Подняться надо выше их батарей. Пройдешь ли? Пройдешь, пройдешь. Ты у меня везде пройдешь. Чуть свет, ждите моего сигнала. Значит, по твоему огню я начну атаку. Ну, с Богом. Оставляет в долине только второстепенный батальон. Там только заслоны. Багратионов послал в обход. Опять изменили план? Вот именно. Все главные силы он ведет на Сен-Готард. Безумие. Ведь это прямая дорога к смерти. Прямая дорога во французский тыл. Учтите это и не теряйте ни минуты. Ах ты, мать честная. А далее-то еще круче. Здорово! Чудо-богатыри! Ну что ж, братцы, перемахнем пригорочек? Пригорочек. Ему все пригорочки. Вел. А ну давай!
ваше сиятельство. Надежда на Багратиона, очевидно, потеряна. Надо либо начинать штурм, либо... Багратион в огне! Смотрите, он над их головами! Не выдадим своих! Распустить знамена! Вперед! Позор и смерть тому, кто отстанет! Вперед! Прохор Семенович, доложи Александр Васильевич. Александр Васильевич, совет. Ты стой. Человека нашли. В нашей одежде. Видать, свалился сверху, разбился насмерть. Стали сердце щупать. А у него пакет. Вот путь, труднейший, но кратчайший. Александр Васильевич, Господа генералы, вынужден прервать совет на краткое время. Найден мертвый человек. И при нем письмо. Написано на немецком языке. Темно. Не разберу. Ну-ка. У тебя глаза молодые. Подойди. Переведи, голубчик. Суворов опять изменил свой план. Переводи. Простите, экселленс. Здесь, на Сен-Готарде, находятся лишь немногие батальоны. Главные силы остались в долинах. По-видимому, цель генерала Суворова полковник Тур переводит не точно. Суворов вновь изменил направление. Главные его силы
находится здесь, на Сангутарде. Цель Суворова — ударить вам в тыл. Спасибо, голубчик. Правильно перевел. Кому это письмо? Французам, Мишенька, генералу Массене. На этот раз не удалось. Прости, голубчик, сам виноват. 12 ружей, без суда. Встаньте, полковник. Александр Васильевич. Александр Васильевич из Швейцарии с эстафетой. Проводника убили, лошадь пала, обмерз. Сиди, сиди. Откуда герой? Из Швейцарии. В пакете 7 высочайший указ о присвоении вам звания генералиссимуса армии российской. Вам воздвигается бронзовый памятник.
Что, Корсаков? Дрался с Массеной. Точнее. Разбит, и корпус его рассеян. Разбит. Разбит. Господа военный совет, в непрестанных боях, отменными маневрами мы разбили врага во много раз сильнейшего. Штурм Сен-Готарда открыл нам дорогу. Слава Багратиону, это его дело. Мы вырвались из смертных теснин, и цель была близка. Была! Ну, правде и смерти надо смотреть прямо в глаза. Короче, мы преданы изменой союзников наших. Ваше сиятельство. Да не тобой, Вейрота. И не тобой, Ауфенберг, сиди, молчи. Но паладин ваш, эрцгерцог австрийской, обнажил фронт на швейцарской земле, тем самым освободил силы французов. И римский Корсаков разбит. Корпус его рассеян. А теперь эти новые вражеские силы угрожают уже нам. Перед нами Лекурт. Слева подходит Массена. Это 75 тысяч супротив наших 12. Нас разделяет пропасть. На дне оной горный поток Рейса. Отступления нет. Тыловые тропы закрыты обвалами. Мы окружены. Да, окружены. Еще никогда войска, предводимые мною, не были в положении столь гибельном и грозном. Господин военный совет, жду ваших мнений. Отмаялся. И нам ждать недолго. Сдохнешь с голоду или замерзнешь. Видишь, куда зашли? Не, что это земля, преисподня. Будь Лазаря петь. Заныли. Выйдем вниз, согреемся. Куда выйдем-то? Гляди. Дороги нет. Сказать надо твердо. Иди назад. Рехнулся? 40 лет назад не поворачивали. Повернешь. Коли более некуда. Суворов умен. А Бог-то, видно, умнее. Не дает дороги. Что ж, братцы,
Может, и впрямь конец пришел. 40 годов водил нас Александр Васильевич. Не ошибался. А тут, может, и его время пришло. Ошибся по старости. Эксцелленс, я полагаю, первым нашим долгом спасение измученной армии. Ну? Единственный выход. Я с трудом осмеливаюсь произнести слова, которые вы, эксцелленс, презирали всю жизнь. Нам остается одно — сложить оружие. Сложить оружие. Иного выхода нет. Есть. Ха, есть! Вот пропасть. На дне река Рейса. Через сию пропасть можно пройти. Чертов мост? Да, чертов мост. Соломина единая. Но через сию соломину путь к победе. Мы снова выйдем французам в тыл. Невозможно. Тропа к мосту слишком узка. Впереди неприступный проход между скал. Узкий коридор, защищенный французскими пушками. Достаточно одной пушки, чтобы остановить любой штурм. Знаю. На сии пушки Багратион нагрянет сверху. Так, князь Петр, тебе не впервой. Обойдешь с егерями по скалам. Возьмешь французскую батарею, откроешь нам путь. Денисов с Платовым вниз. По скату выйдут вправо от моста. Я с Милорадовичем ударю в лоб. Ну как, господа военный совет? Штурм? Штурм. Штурм, штурм! Безумие! Армия измучена! Величайшей, всесокрушающей храбрости моих чудо-богатырей не сомневаюсь. Карпыч, прикажи собрать стариков. Буду говорить с ними. А твои австрийцы пойдут в резервах. Господа офицеры, прошу к войскам. Все? Все, ваше сиятельство. А где кавалер Огнев? Приставился. А Прохоров? Кончился поутру. Застыл. Вечная память богатырям. Великие были герои. Помню с Измаила. Слава их не умрет вовеки. А нам эту славу и впредь нести беспорочно. Ну что ж, старики, высоко мы с вами залетели. Повыше туч. Сюда поди и ворон костей не заносил. А? Платоныч? Много наших костей по дорогам осталось, ваше сиятельство. Тяжело, старики, знаю. По одному заряду на ружье. Последний сухарь поделили. Табачок только во сне снится. Трудно. Когда взяли вы Измаил,
помню, писал я матушке императрице. На такой штурм, Ваше Величество, могу решиться лишь один раз в жизни. Помилуй Бог, теперь вижу, что бывает и потруднее. Ну что ж, старики, выше головы. На нас молодые смотрят, их учить надо. Пойдем вперед, было бы куда. Ну, смерть нам не страшна, она нас боится. Так что нам делать? Идти-то вроде некуда, ваше сиятельство. Когда же это было, чтобы нам идти некуда? Глядите, вон недалече горная щель. Проход узкий, и там пушки французские. А ты не бойся, у нас на пушке управа скорая. Князь Петр с егерями в обход и сверху, а тут и мы подоспеем. А далее под огнем вражеским к мосту на штурм. На чертов мост. Верно. 60 шагов в длину, 7 в ширину. Вот только вниз смотреть не моги. Верста без малого. Пройдем мост, пробьемся, выйдем французу в тыл на зеленую равнину, а там хлеба да солнца в волю. Есть другой путь. Сжечь знамена, сорвать кресты, стать на колени перед басурманами. Что ж молчите, господа кавалеры? Или вы не дети мне боли, и я не отец вам? Ну что ж, коли так, похороните здесь нашу славу боевую, только вместе со мной. Седины свои позору не отдам, сдаваться не стану. Ройте мне могилу, похороните меня здесь. Дозволь сказать, Александр Васильевич. Прости, ваше сиятельство. Коли не так, что сказали. Шли мы к тебе, думали, скажем попросту. Сила, мол, на убыль пошла. Иди, мол, назад. Так что ли, господа кавалеры? Дороги, мол, вперед нет. Свету конец, преисподня. Пропадем зазря. Да ослепли, видать. Пути, дороги не усмотрели. А вот ты объяснил. Не за себя говорю, а за всех. Иди, Александр Васильевич, на мост этот самый. Черт его строил или нет, там все едино. Пройдем. Иди! И молодых за собой поведем. Да выдадим славы. Иного не ждал. Спасибо, богатыри. Воины, орлами взлетели вы на самый
Отставить дьяволы! Очистить дорогу. Стрелки за прикрытие. Отвечать на огонь. Разобрать избу. Строить мост. Всех генералов, всех офицеров вперед! Снять поясные шарфы! Вязать бревна шарфами! Мост готов, ваше сиятельство. Вперед, орлы! Смотрите, как умеет бить врага!